Ранчо. Следующее видео родом из Пакистана. Команда охотников за привидениями посещает заброшенное ранчо. По словам предыдущего владельца, в пустующем доме на ранчо есть несколько непрошенных гостей, которые там поселились. Хозяин также сообщил, что все трое его детей заболели в одно и то же время, одной и той же болезнью. По слухам, на ранчо также было много других ужасающих встреч со сверхъестественным, в том числе с невидимым существом, которое передвигало кровать во время сна. Считается, что ранчо является домом не для одного, а для целой семьи джиннов. Команда начинает свое расследование вокруг старого ранчо, где они слышат много странных звуков, исходящих со всех сторон. А примерно через 30 минут они снимают это. Ой! Allah, yaar Khurram. यार ये इसकी आवाज आई थी। यार ये पलटी है, यहाँ पड़ी हुई थी। हाँ इधर पड़ी हुई थी। Деревянная тележка переворачивается из-за чего-то, чего мы не видим. Охотники за привидениями напуганы тем, что они только что увидели, но продолжают свое расследование, стремясь докопаться до сути того, что преследует это старое ранчо. Через некоторое время они добираются до прачечной ранчо и снимают еще одно жуткое событие. ये देखें खुरम, ये देखें, ये सिंक भी ना, सिंक भी टूटा हुआ है। आवाज़ आई है खुरम इधर से, सुनिए आपने? हाँ जी। ये Когда Карим стоит перед зеркалом, вы можете ясно видеть его отражение, но посмотрите, что происходит. Когда он поворачивает голову, его отражение в зеркале остается точно таким, каким оно и было. Однако команда не замечает этого и продолжает свое расследование. क्या आप अपनी मौजूदगी का एहसास दोबारा दिला सकते हैं? क्या बगैर नुकसान पहुंचाए? शाहिद, क्या हुआ खुरम? इधर से किसी ने झांका है। इधर से? शाहिद, इधर से किसी ने झांका है। इधर से कोई देख रहा था, मैंने खुद देखा है। इधर से जैसे कोई देख ही नीचे हुआ है। Через несколько мгновений можно заметить, как нечто быстро прячется за стеной. Охотники за паранормальным замечают это, но никого там не находят. Несмотря на это, они все еще готовы продолжить свое расследование. Через некоторое время мужчины натыкаются на комнату со старой кроватью в ней. Думая о встрече с предыдущими обитателями ранчо, они решают, что это был бы хороший способ установить контакт с теми сущностями, которые проживают здесь. आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। खुरम निकलो यार इधर से, खुरम निकलो यार, खुरम निकलो यार, खुरम निकलो, निकलो यार बस। Когда мужчина лежит на кровати, она таинственным образом переворачивается, а он падает на пол. Карим хватает камеру и в страхе убегает. Белая тень. Следующее видео найдено на Reddit. Кадры сняты камерой наблюдения около дома. Давайте посмотрим. Странная белая тень бежит за ребенком. Некоторые пользователи, которые посмотрели это видео, предполагали, что это могла быть собака. Однако, часть пользователей отметила, что это нечто было похоже на призрака. Присутствие.
Следующий ролик был загружен на Reddit. Мужчина и его семья жили в этом доме некоторое время. Однако только недавно они начали чувствовать странное присутствие в их доме. Автор ролика говорит, что это было простое ощущение, будто кто-то наблюдает за тобой или ты что-то видишь. Вскоре они начали слышать шаги и шепот, как двери закрывались сами по себе. Семья решила установить камеры наблюдения в доме, чтобы понять, с чем они имеют дело. Посмотрим, что засняла камера. Черная фигура очень быстро пробирается через кухню. Если присмотреться, кажется, она оставляет за собой некий черный туман. Хочу с вами поделиться, что уже некоторое время я изучаю для себя трейдинг. Раньше думал, что это страшнее, чем все видео, которые я вам показываю, но оказалось все намного проще. Для себя я открыл сервис Pocket Option, и сейчас покажу вам, как за несколько минут получить дополнительный доход. Смотрите, на сервисе можно отследить движение графика и открыть сделку в сторону роста или падения. Ну а если вы в этом не разбираетесь, то можете просто следовать сделкам опытных трейдеров. Кроме того, мне понравилось, что пополнить счет можно в рублях, а торговать в долларах. Я вам рекомендую перед трейдингом на реальном счете обязательно потренируйтесь на демо-счете. Эта уникальная опция есть на Pocket Option. Доступ к демо-счету открыт 24/7, поэтому я рекомендую вам начать именно там. Также у Pocket Option есть мобильное приложение для удобства пользования торговой платформой. Ссылка на Pocket Option будет в описании. Обязательно переходите по ней и указывайте мой промокод SITEOZER, потому что благодаря ему вы получите целых 60% к своему первому пополнению. Ну а мы продолжаем. Японская школа. Данное видео с YouTube-канала об охоте за привидениями. Такучи отправляется на расследование паранормальных явлений в заброшенной школе, в которой, как ему сказали, обитают привидения. В видео Такучи пробирается через заброшенную школу. Он стремится найти туалетную комнату, чтобы установить свое оборудование, так как там легче оставаться вне поля зрения. Когда он добирается до туалета, устанавливает свое оборудование, то решает провести ритуал, но это оказалось очень плохой идеей. Ханако-сан, 遊びましょう。Ханако-сан, 遊びましょう。Ханако-сан, 遊びましょう。なるほど。OK。よし。どこにおるか。行くで。ちょっと行くで。おお。びっくりした。まあ家帰って映像を確認したらなんか映ってるパターンもあるから。おお、びっくりした。あかん、急に鏡はあかんて。急に鏡はあかん。マジ。ちょっと監視カメラ止めて。いやびっくりするわ、もうマジで。Сначала кажется, что ритуал вызова духа не сработал, но дальше вы увидите, что это не так. Посмотрите. Когда Такучи отворачивается от зеркала, рука кого-то или чего-то лежит на его плече. Зрители быстро обратили внимание на эту таинственную руку, лежащую на его плече. И многие говорят, что это было духом, которого он вызвал. Голова.
Следующее видео было опубликовано молодым и амбициозным музыкальным продюсером, который в основном в своем блоге делится своими творческими работами. Однако у него есть один ролик, который автор описал как весьма необычный и ужасающий. Однажды вечером он и его девушка проводили время за просмотром фильма и разговорами о жизни. Они лежат на кровати, и за мгновение, как это короткое видео закончится, происходит следующее. Are you checking yourself out? Come on. Cock? Жуткая голова видна в верхнем правом углу экрана, прямо перед автором ролика. Сам мужчина говорит, что дома они были совершенно одни. Однако, когда они увидели этот силуэт на видео, они поняли, что ошибались. Стоит отметить, что это не выглядит как рука или часть тела, создающая подобный жуткий эффект. Это прямо похоже на голову человека. Лунатизм. Данный ролик был снят мужчиной по имени Александр. Он рассказывает, что на протяжении всей жизни борется с лунатизмом. Одним утром он обнаружил, что входная дверь была открыта, и решил посмотреть записи с камер видеонаблюдения. I'm dusting the picture. The reason's in the right place anymore, so I'm just gonna flip it. That way people don't see the ones outside. Just 1 second, there's someone. Отметим, что находясь в состоянии лунатизма, Александр ведет себя странно. Сначала предмет, который висит справа от входной двери, начинает шевелиться сам по себе. Через несколько мгновений пустая бутылка от воды начинает движение. В это время автор видео, не испугавшись, открывает дверь и выходит на улицу. Дальше мы слышим крик, будто кто-то или что-то его сильно испугало. Или же он одержим какой-то силой. Сам Александр заявляет, что не помнит этих событий и никак не может их прокомментировать. Он думает, что стал свидетелем паранормальных явлений, которые происходят в его доме. Давайте посмотрим еще одно видео от Александра. Стул на кухне начинает движение, и в это время дверца холодильника открывается, а посуда падает с кухонного стола. Как мы можем увидеть, в помещении нет никого, кто мог бы быть причастен к этим событиям. Александр отмечает, что следующие 2 месяца были самыми спокойными в его жизни, но спустя это время ему удалось заснять снова нечто пугающее. Ты что там делаешь? А? Ты что забыл там, а? Когда он был вместе со своим другом Адамом, то увидел странную женщину в красном платье, стоящую около двери. Мужчины утверждают, что никогда не видели никого похожего среди соседей, а внешний вид и поведение этого нечто заставило их не на шутку испугаться. На следующем видео, когда друг Александра попросил его проверить колонку, так как она была неисправной, он заснял нечто ужасающее. Посмотрите. On the top and press it. Well, there's a few here, so press the one in the middle. It's not working.
Сначала в отражении окна вы можете увидеть женщину в красном, а когда Александр поворачивает камеру, она перемещается и уже стоит рядом с ним. Остается загадкой вопрос о том, кем является эта фигура и почему этот дух привязался к Александру. Фотография. В этом ролике Белл спал и проснулся от ощущения того, что кто-то наблюдает. Он взглянул в окно и заметил свет в дверях через дорогу. Ночная улица выглядела красиво, и мужчина решил сделать фото для своего блога о путешествии. Посмотрите, что он сфотографировал. На фотографии, которую сделал Белл, можно увидеть кого-то или что-то с горящими глазами и длинными костлявыми пальцами. Согласитесь, такие вещи легко подделать, но автор утверждает, что это все реально, и он уверен, что кто-то просто ходил по улицам, заходя в каждый дом и наблюдал за ними. Контур. В этом ролике мы видим маленького ребенка, который пытается самостоятельно заснуть. Родители говорят, что в последнее время ребенок ведет себя очень странно по ночам и с кем-то разговаривает. Поэтому они решили установить камеру наблюдения. После проверки записей они нашли подтверждение того, что их сын действительно находится в своей спальне не один. Кажется, что ребенок взаимодействует с тем, что выглядит как едва уловимый контур человека. Работа в офисе. Следующее видео опубликовано в ТикТок, и на нем показано несколько людей, которые сидят в офисе. Кажется, все нормально, но обратите внимание, что-то странное происходит на заднем плане. Посмотрите. Стакан на столе в правом углу комнаты, кажется, двигается сам по себе. ¿Acaso estamos en medio de una actividad paranormal o sencillamente de algo lógico? Движение привлекает внимание одной женщины, которая подходит к нему и смотрит. Некоторые зрители думают, что возможно кружка горячая и она двигается из-за конденсата на столе. Бывшее место. Следующий ролик был опубликован на Reddit. Пользователь, который его опубликовал, был обеспокоен тем, что происходит в ее квартире. Девушка написала, что она воспитывает двоих детей и сначала думала, что один из них сидит на кресле. Однако мы не можем даже увидеть ноги, только голову, и это действительно жутко. Кроме того, он через некоторое время пропадает. Девушка также утверждает, что дом, в котором это произошло, был построен год назад на месте бывшего кладбища. Кевин и Алексис. В этом ролике Кевин и Алексис отправляются в место, где они решают провести ритуал. Алексис решает остаться один в здании, где он пытается связаться с духом. Voy a dejar aquí. No sé si hablarle a Kevin. Mis restos.
Restos. ¿Cómo que tus restos? ¿Dónde están? ¿Dónde es que están tus restos? Dark. Oscuro. Oscuridad. ¿En lo oscuro? I've been watching you. ¿Me has estado observando? No mames. ¿Qué pedo? I know I am dead. Sé que estoy muerta. No mames. Он получает все больше и больше интересных ответов через устройство общения с духами. Через некоторое время, внезапно, нечто с силой срывает кепку с головы Алексис. Это пугает его настолько, что он не готов больше продолжать. Деревня мертвых. В следующем видео российский ютубер посещает деревню мертвых с целью найти там доказательства существования паранормальных явлений. В начале видео он слышит звуки, находясь снаружи дома. Давайте посмотрим. Что сейчас было? Возможно, это была просто птица, а может быть, это был кто-то внутри дома, кто предупреждает его, чтобы он не входил внутрь. Почему я должен отсюда уйти? Почему я должен отсюда уйти? Статичная камера снимает громкий звук в одной из комнат. Она также фиксирует полупрозрачную фигуру, которая двигалась прямо перед камерой. Позже на камеру попала еще раз фигура, которая двигалась к лестнице. Пока Денис исследует одну из комнат, кажется, что кто-то снаружи пытается ясно намекнуть, что ему пора уходить. В один момент он подумал, что все прекратилось, но это был еще не конец. Что-то нехорошее происходит в этой деревне. Кажется, что духи действительно хотят жить здесь одни и не горят желанием покидать свой дом. Фигура в доме. В данном видео девушка говорит, что в ее доме точно обитают паранормальные силы. Когда она находилась дома одна, то слышала посторонние шумы, шорохи и своими глазами видела то, от чего была в ужасе. И после этого она решает снять на видео то, что происходит в ее доме. Okay, I don't know what is going on here. This, oh my god. Oh my god. No way. Oh my god. Oh my god. Okay. No way. No way. There's nobody here. There's nobody here. Oh my god. There is nobody here. This is insane. Oh my god.
Видно, как дверь в гостиную закрывается сама по себе. В это время девушка показывает, что в комнате никого нет, кроме нее. Она показывает и остальные комнаты, и лестницу, чтобы убедить зрителей в присутствии нечистых сил у нее дома. Однако, когда она поворачивается в сторону лестницы, можно увидеть темную фигуру кого-то или чего-то. Многие зрители скептически отнеслись к данному видео, так как эти события очень легко подстроить. Столетний корабль. Следующее видео достаточно старое, но по поводу того, что действительно удалось заснять, все еще идут дискуссии. Это видео со знаменитого столетнего корабля обладает великой историей и загадками. На борту Queen Mary размещалось более 3000 человек и членов экипажа. По всем показателям корабль значительно превосходил Титаник, построенный на 25 лет раньше. Однако за этой внешней историей корабля кроется другая, скрытая от посторонних, но куда более неприглядная и зловещая. Считается, что старый лайнер буквально кишит призраками. Все началось якобы с того, что уже при спуске корабля погибло несколько рабочих. Затем пошли и другие смерти. Во время рейсов через океан то и дело умирали от сердечных приступов пожилые пассажиры. В Англии и в США вошло в моду покупать билет в один конец на данный корабль, чтобы свести счеты с жизнью посреди Атлантики. Давайте посмотрим видео. Кажется, что призраки проходят прямо по коридору корабля. Но неужели это и были призраки бывшего экипажа? На протяжении нескольких секунд можно наблюдать данное явление. Стрим. Следующее видео было найдено на Reddit. Молодой парень проводил стрим, и его веб-камера засняла что-то, что он все еще не может объяснить. Давайте посмотрим. Вы видели? Буквально на секунду в кадре появляется что-то белое. Сам парень предполагает, что это было похоже на маленькую руку, которая хотела дотронуться до него. При этом его спальня была заперта, а в комнате не было животных. Сначала он подумал, что это может быть пылью, но окно было закрыто и в комнате не было сквозняка. В гостиной. Следующее видео было загружено на Reddit. Девушка рассказывает, что она получила этот ролик от лучшего друга мужа. Он установил камеры наблюдения во всем доме, так как чувствовал, что находится не один. Паранормальная активность была замечена и внутри дома, и вокруг него. Предметы были не на своих местах. Доносились звуки эха и шепота, которые будили семью ночью. Давайте посмотрим, что было заснято в их гостиной, когда никого не было дома. Сначала шар быстро скользит вверх, а затем размытая фигура, похожая на ребенка, быстро появляется и движется, а затем исчезает. Зрелище делает более жутким то, что можно услышать слово «помоги». Дом престарелых. В
следующем ролике Натали и Фион отправляются в старый заброшенный дом престарелых, расположенный в глуши. Здание ветхое, но это нисколько не останавливает их. Сначала они исследуют старое здание, а позже они решают провести спиритический сеанс в попытке связаться с духами, которые могут там обитать. Они также решают использовать устройство для общения с духами, но как оказалось позже, зря. Guys, so tonight I am joined by my friend Fionn. Hi guys. And we are in an abandoned care home. So we're going to go exploring and do some ghost hunting. So this is the stairway to take you upstairs. But there are like 3 stairways in here. Oh wow. This was a sluice. If there's any spirits here with us right now, you can use our energy to move the planchette, to communicate with us. Give you permission. If there is anybody here, is that dust or orbs? I have no It looks idea. like snow. Look at it. I can see it. If there is anybody here, you can use this device to speak with us. That's orbs. Do you think? Yeah. Here we go. Xbox. Gaming. FM. Looks like it's snow, doesn't it? Is there anybody here that would like to speak with us? Когда они получают ответы от духа, то не останавливаются и продолжают исследование. Вы можете также обратить внимание на орбы, которые видны невооруженным взглядом. Даже услышав слово «дьявол», они все же решают добраться до верхнего этажа здания и снимают нечто действительно страшное. Orbs. Stay far away so I don't show any of the faces. God. What's that? That Who's? looks like some kind of a photo album that locks. Yeah, is he alright? It's a purse. It was a gift. 1928. Wow. And there's a purse. The Pardon? coat hangers are moving by themselves. They just started jingling. And as you can see, I'm nowhere near that. I swear they did. Is there a breeze? The windows are all shut. And They're boarded up. Девушки в одной из комнат находят старые дневники и думают, что что-то или кто-то пытается с ними общаться, так как вешалки в шкафу двигаются, но нет причины их движения. Зоркие зрители заметили что-то ужасающее, чему девушки не придали значения. Обратите внимание на разбитое зеркало. Когда свет падает на зеркало, мы можем ясно видеть отражение Натали, но если вы внимательно посмотрите, то рука кого-то или чего-то, кажется, лежит на ее плече. Из окна. Следующий автор исследует заброшенные дома, однако, как позже выяснится, не все они заброшены, но об этом позже. Итак, мужчина по имени Дастин снимает заброшенный дом снаружи, судя по всему, где-то в глуши. Поначалу кажется, что все нормально. Дастин просто снимает дом и его окружение, однако позже он делает шокирующее открытие, которое он не заметил сразу. Давайте посмотрим.
Если вы посмотрите внимательно, то вы можете увидеть нечто, наблюдающее из окна дома. Возможно, таким образом это существо отпугивает нежелательных посетителей от своего дома. Но также это может быть обычный бездомный человек, который поселился там. Кроме того, это может быть и простая постановка. Совсем рядом. Следующий ролик был снят на камеру видеонаблюдения в тот момент, когда мужчина только приехал домой. Тем не менее, как утверждает автор ролика, на камеру удалось заснять нечто жуткое. Посмотрите. Полупрозрачная фигура, похожая на человека, просто прогуливается по лесу, наклоняется и в какой-то момент просто исчезает. Мужчина, который занимался своими делами, этого даже не заметил. Данные загадочные кадры комментировали многие пользователи, говоря о том, что это мог быть реальный призрак. Белая фигура. Этот ролик вызвал страх и панику у пользователей, которые его посмотрели. Автор, который загрузил это видео, сказал, что камера видеонаблюдения у его дома во Флориде сняла нечто, что он не смог объяснить. Посмотрите. На кадрах мы видим нечто, похожее на белую полупрозрачную фигуру, которая материализуется вдалеке и быстро проходит мимо. Также автор ролика отмечал, что тот день был достаточно дождливым, но он не верит, что это могла быть простая капля воды. В комментариях к этому видео пользователи писали, что это мог быть реальный призрак. Скептики утверждали, что это постановка для того, чтобы набрать просмотры. Авария. Следующее достаточно тревожное видео оставило много вопросов у того, кто его снял. Мужчина проезжал мимо и заметил, что автомобиль попал в аварию. Он вызвал полицию, и пока они проводили расследование, мужчина размышлял, почему в машине не оказалось людей, куда они могли деться. Однако, если мы посмотрим снятые кадры, то увидим нечто похожее на ребенка. В окне разбитой машины детское лицо. Кажется, смотрит прямо в камеру. Несмотря на тщательную проверку полиции автомобиля, они не нашли присутствия кого-либо в нем или около него. Эти жуткие кадры вызывают множество вопросов, согласитесь? Школа. Данное видео снято в школе, когда она уже была закрыта. Пользователь, который выложил это видео, утверждает, что его отец работает там охранником, и он увидел, как камеры наблюдения запечатлели нечто странное. Посмотрите. Можно увидеть белую размытую фигуру, похожую на голову, которая ненадолго появляется в коридоре школы. Страхи Джованни. Следующая серия роликов найдена в ТикТок, где Джованни Лима и его девушка живут вдвоем в Бразилии и переживают ужасающие события внутри своего дома. Джованни загрузил эти видео в социальные сети в целях разобраться в том, что происходит в их доме. В этом первом видео Джованни просыпается от голоса своей девушки и поворачивается, смотря на кровать. Голос девушки Джованни ясно слышно, но она в этот момент спит.
Перепуганный Джованни посещает психолога уже на следующий день, чтобы понять, все ли с ним в порядке. Спустя какое-то время его и девушку перестают пугать сущности в их же доме, но оказалось, что это было ненадолго. Еще одно видео, которое выложил Джованни, заставило зрителей поверить в то, что их действительно что-то преследует. Звук кого-то или чего-то его пугает. Испуганный мужчина приближается и идет к тому, что зовет его. Голос зовет Джованни в другую сторону коридора. И он идет к открытой двери. Самые зоркие зрители заметили в щели двери нечто, что вы могли пропустить. Смотрите внимательно. В крохотной щели видно кого-то или что-то с искаженным лицом, чего не заметил Джованни. Есть еще одно видео, в котором утром пара проснулась из-за тревожных звуков, которые преследовали их. И после этого они поняли, что у них не получится просто так избавиться от паранормального преследования. Исчезновение пары из ТикТока привело зрителей к идее о том, что с ними действительно что-то случилось. Ритуал. Ритуал вызова Кровавой Мэри достаточно популярный, и на эту тему есть много роликов. Трое подруг храбро решают призвать Кровавую Мэри. Они трижды повторяют ее имя перед зеркалом, и когда ничего не происходит, они решают, что это лишь легенда. Однако после просмотра видео они заметили странные события. Oh, please, come on now. Well, other ideas? I don't know, other ideas of how to get her to jump out of the mirror at us. Maybe it takes a little longer. Like how long? Посмотрите на столешницу слева. Подсвечник просто двигается сам по себе. Важно отметить, что эти свечи они использовали для ритуала. Совместный переезд. Семью автора следующего ролика в их предыдущем месте жительства терроризировал полтергейст. Кроме того, они часто замечали теневые фигуры, которые спокойно бродили по дому. Они решили переехать, но и в новом доме это продолжилось. Давайте посмотрим. Start recording just like I normally would. And stuff happens, so been hearing some noises. Maybe a quick walk through the house so no one thinks there's someone behind me. Laundry room. Nowhere to hide in here. Well, look at the rest. I know you can hear that. Cat just took off. He's trying to get out. Studio. Он прошел через весь дом и был повсюду, пытаясь найти происхождение этих звуков, но ничего не нашел. Затем, в одну из следующих ночей, происходит следующее.
Он открывает все окна, чтобы впустить свежий воздух. Автор ходит по комнатам и продолжает снимать все происходящее. Однако он не заметил одного момента, а зрители ролика увидели одну деталь. Во время того, когда он проходит через обеденную зону, можно увидеть темную фигуру, которая стояла неподвижно и будто смотрела на автора ролика. Часть тела. Следующий клип был снят на камеру видеонаблюдения. Камера в Мексике засняла улицу утром, когда еще никого не было. Давайте посмотрим. Бестелесная голова с темными волосами появляется из ниоткуда и быстро движется, уходя из поля зрения камеры. Охранник, который в это время следил за участком, утверждает, что как только он заметил фигуру и выбежал посмотреть, то никого там уже не нашел. Кроме того, на других камерах он не заметил ничего подобного. Однажды ночью. Автор следующего ролика выложила его на Reddit в попытке понять то, что происходило у нее дома ночью, когда она спала. Пользователь, загрузивший это видео, объясняет, что изначально она купила камеру, когда услышала шум и увидела странные фигуры в ее доме. Она просит помощи у простых людей в том, что же ей делать дальше. Если мы посмотрим видео, то увидим странные тени в дверном проеме и аномалии, которые мелькают в комнате. Смотрите и следите за дверным проемом. Фигура появляется несколько раз. Она проходит вперед и назад и видна на протяжении почти всего видео. Скептики утверждают, что аномалии, присутствующие в видео, не более чем летающая пыль. Однако многие комментаторы соглашаются с тем, что содержание этого видео вызывает тревогу. В попытке внести ясность, женщина загружает второе видео, в котором показывает, что камеры все так же снимают паранормальные явления в ее доме. What are you trying to find? What do you see? Если вы обратите внимание, то увидите орбы, которые летают по дому при съемке. Женщина рассказывает, что ее кот реагирует на то, что обитает в доме. Ей кажется, что она видит духов и все эти сверхъестественные вещи. Бонь, давай завязывай, Бонь. А если обратить внимание на стоп-кадр в одном из видео, то можно увидеть странную теневую фигуру в середине комнаты. Замок Армагеддона. Следующее видео найдено на YouTube. Девушка посещает замок Армагеддона в Теннесси в надежде запечатлеть паранормальные явления. Сам замок сейчас оформлен как музей, поэтому девушка спокойно может рассмотреть все, что захочет. Alright, you guys. This is really... This is really freaking me out. Was that light on before? I don't think so. What the freak was that? Челси исследует укромные уголки жуткого замка и слышит странный звук. Когда она наводит камеру на дверной проем, то никого там не видит. Она решает выйти на улицу, где идет дождь, и не обращает внимания на окно замка. Посмотрите. Чье-то лицо будто выглядывает из окна, хотя в этой части замка тогда никого не было. Однажды ночью.
Пользователь выложил это видео, которое было снято на камеру наблюдения в доме. На видео представлена жена автора, загрузившего это видео. Поздно ночью она зашла на кухню, находясь во сне. Вообще, лунатизм достаточно распространенное явление, которое затрагивает множество людей. И эта женщина не исключение. Женщина садится на один из кухонных стульев, а дальше остальные стулья начинают двигаться. Камера реагирует на движение в другой комнате, а самые зоркие зрители заметили, что там действительно была чья-то тень. Однако тревожные события не заканчиваются. Всего несколько мгновений спустя женщина испытывает дополнительные пугающие встречи с сущностями неизвестной природы. Предмет на столе приближается к женщине, а спустя несколько секунд дверь силой закрывается. Автомойка. Следующее видео было найдено в Instagram и вызывает дрожь по спине. Ролик записан в момент, когда мужчина находился на автомойке со своим маленьким ребенком. Мы видим, что камера засняла спящего ребенка, который лежит в автолюльке. Но обратите внимание на левый верхний угол. Кажется, призрачная фигура смотрит прямо в камеру и наблюдает. Тревожный характер отснятого материала вызвал интригу и побудил зрителей рассмотреть разные варианты того, что это могло быть. Фигура в белом. Следующий жуткий ролик найден в TikTok. Он опубликован парнем по имени Рики, который исследовал здание, предположительно населенное привидениями. Посмотрим вместе. Oke teman-teman, kalau menurut gue pribadi ya, ruangan bawah tuh serem banget, dan ini dia kasurnya, dimana si pemilik salon itu meninggal di sini nih. Nah, bukan cuma itu doang teman-teman. Jadi setahu gue. Nah di sini gue minta kalian untuk lihat di belakang gue persis ada apa. Kalau kalian gak lihat apa-apa, gue akan naikin warnanya dan gue perjelas lagi. Mulai kelihatan kan? Nah, menurut kalian itu apa? Komen di bawah. Nah ini gue zoom sedikit buat kalian lebih jelas lagi ngeliatnya. Nah menurut kalian itu apa? Gue mau kalian semua diskusi di kolom komentar. Через некоторое время можно увидеть позади Рики прозрачную фигуру, одетую в белое, которая, кажется, смотрит на него с устрашающим взглядом. Рики говорит, что загрузил это жуткое видео в попытке получить разъяснение о том, кем может быть эта таинственная фигура. Зрители Рики говорят, что эта странная фигура, вероятно, родом из малазийской мифологии. Сам Рики подозревает, что это мстительный дух, известный как Кунтиланак. По мифологии, Кунтиланак – это призрак беременной женщины, которая умерла раньше, чем родился ее ребенок. Обычно она издает звуки, похожие
похожее на плач ребенка. И если плач звучит рядом, значит она далеко. Если плач звучит далеко, значит она рядом. Обычно она прячется среди деревьев, старых зданий или в зарослях у рек и озер. Некоторые люди в Индонезии считают, что один только вид кунтиланак может свести с ума. Корейский дом. Корейский охотник за привидениями отправляется в заброшенный дом, где много лет назад произошла трагедия. Он пытается связаться с духом человека, который заперт в этом доме. Автор ставит спиритбокс, и спустя несколько минут происходит что-то странное. Пока работает спиритбокс, дверь прямо перед ним медленно открывается сама по себе, а затем он слышит стук позади себя и видит прямо перед собой прозрачную фигуру. Некоторые думают, что это мог быть дух прежнего владельца, другие говорят, что это сбой в работе камеры, и там прошел обычный человек. Колдовской час. Следующее событие произошло в так называемый колдовской час. Когда мужчина спит, лампа включается и свет начинает мерцать. В это время мы также можем увидеть орбы, которые летают по комнате. Через некоторое время мужчина просыпается и выключает лампу. Дальше обратите внимание на кота, вернее его поведение. Он, кажется, следит за орбами, охраняя своего хозяина. В следующем кадре можно увидеть, как картина, которая висит над головой мужчины, пошевелилась. Этой ночью было снято сразу несколько паранормальных явлений. И шевеление предметов, и орбы, и мигающий свет. Заброшка. Следующий ролик родом из Китая. Тиктокеры идут изучать заброшенное здание, показывая каждую комнату. Посмотрим вместе. Wait. What the fuck? Проходя по коридору, мужчины смотрят в каждое из помещений и внезапно замечают темную фигуру, которая сидит на стуле. Возвращаясь в эту комнату, они уже никого не находят. Загадочная фигура исчезает. Лаборатория. В следующем видео ютубер со своим другом Домиником отправляется в заброшенную лабораторию в поисках паранормального. По легендам, это здание имеет темную историю, а бывшие сотрудники рассказывали о мучительных экспериментах, некоторые из которых оказались смертельными. Примерно в 4 утра Дэнни и Доминик идут в лабораторию, чтобы провести свое расследование. Спустя некоторое время они обнаруживают кровать, предположительно принадлежавшую сотруднику лаборатории. Они установили специальное устройство, чтобы пообщаться с духами, которые могут тут обитать. Položit na tu postel, víš co? Kámo, čekuj, ta postel vibruje, kde byl. Je to vidět? Ona se hejbe, kámo.
Kámo, ten přístroj se úplně zbláznil, vole. A ono kámo vibruje celý ten rošt s tím přístrojem. Jest. Kámo, děláš Kámo, si ta prdel. postel se hejbla. Lidi, víte to tam vzadu? Ty píčo. To volíme rovně, že jo? Kámo, ona šla ke mně, vole. Kámo. Kamo. Ty krávo, OK, děkujem za znamení. Takže víme, že jsi tady s náma. Máme odejít z této místnosti pryč a nechat ti tvůj klid? To ano, zkus se nám znovu projevit. Ty krávo, to si děláš prdel. Vole, hej. OK, děkujeme za znamení. My tedy tuto místnost opustíme. Necháme tě tady v klidu, nebudeme se ptát na další dotazy. Nevíme, kámo, co se tomu dotyčnému stalo, proč je tady. A jdeme odsaď o prdele, kámo. Ty pito! Kámo, to si děláš prdel, vole. Kámo. To šlo po mně, kde byl, kámo. Ty krávo, kámo, sedu na to. Sedu na to. Как только они начинают, устройство начинает оповещать о присутствии паранормального здесь, а кровать двигается сама по себе. Буквально через минуту устройство прекращает оповещение, но на этом все не заканчивается. Когда она снова загорается и издает звук, кровать снова начинает двигаться. Несколько секунд спустя, когда кровать уже с силой двигается к Дэнни, они решают покинуть эту комнату, но продолжают свое расследование. Авторы заходят в лабораторию, комнату, которая была эпицентром ужасов и экспериментов над пациентами. Jsi tu s námi, je tady nějaká duše, která by se chtěla projevit na nějakým z těch přístrojů. Jsme tady jenom kvůli vám, abyste nám ukázali, tu jste, a pak se samozřejmě zeptáme na nějaké otázky, proč tu jste. Ale jako upřímně nevím, přijeme, že už tady jsme asi 15-20 minut. Přístroje zatím nic. Trošku jsme to tady přeorganizovali, aby tady byla lepší energie, ale... Kámo, viděl jsi to? Co? Čum? Neřekli se hejbe, kde byl. Kámo, jo. Je to vidět na tom videu, nebo ne? Ne. Vidí. Kámo, asi jo. Já nevím, kámo. A čum? Já, jakoby, i když to jako se zkusíme jako ustabilizovat, tak stejně se to jakoby trošičku jakoby hejbe, víš? Všim se z toho? Vidíš? Jako, ale vítr tady, kámo se to... Kámo. To byla ta židle teď? Jo, hej, viděli jste to lidi? Kámo, co si to do píči s náma hraje, vole. Projev se nám, jestli si tady, dotkni se těch přístrojů, zkus něco, s něčím pohnout, něco posunout. Kámo, ta židle zase, vole. Kámo. Hej, já bych si s tím dal... Kámo, já bych šel do toho radši dál, vole. Já taky, vole. Kámo, čekuj. Já jste vidět lidi, a ta židle se fucking klá, kde byl. Jde to vidět, kámo. Kámo, ven tu kameru a natoč to zblízka. Já to přiblížím, kámo. Nebo vidět, že fakt nikdo nic s ničím neděláme. Kámo, to je nějaký, vole, nějaký loophole, nebo... Já nechápu, jako, jak si to může takhle. Ютубер начинает задавать вопросы, но ничего паранормального первое время не происходит. Затем цепь, которая висит на потолке комнаты, начинает раскачиваться как маятник. Спустя 20 минут можно увидеть, как стул начинает двигаться, обращая на себя внимание. Было ли это движение реальным присутствием здесь бывших сотрудников и пациентов, неизвестно. Когда парни пытаются в этом разобраться, то стул снова двигается. Но еще одна деталь, которую вы могли не заметить, как и сами ютуберы. Когда появляется странная полупрозрачная фигура в дверном проеме и проходит по коридору, то она напоминает женщину в платье, которая медленно проходит по заброшенной лаборатории. Ни о чем не подозревающие парни не прекращают свое расследование. Они перемещаются в место, которое называют инкубатором. Местная легенда гласит, что именно это место связано с ужасной историей о человеке, который подвергался пыткам перед своей смертью, которые проходили в инкубаторе. Přivázali, linčovali jako svině, tamhle v tom zadním inkubátoru, ho prostě normálně zavřeli, jo. A to je možná ta duše, protože když jsem o tom zrovna mluvil, jako že ho zavřeli, tak se nám to projevilo, jako že asi ano. Ty vole. Kámo,
Kámo, ty Kámo, dveře víš co? toho inkubátoru, jak kde byl? Nevíte to? To si děláš prdel. Kámo, se Kámo, musel ten hejbat. přístroj furt jede, ten rempot. To si děláš prdel. Kámo, co se to tady děje, ty vole? Co bylo? Kámo, nevím, mně přijde, vole, že ten rempot jakoby furt zvyšoval teplotu. Vzadu mi přijde, že se hejbe, kámo, to lano, vole. Vlastně mi to zdá. Kámo, se taky... Já nevím, možná už mám, kámo, fakt halucinace. Ne, fakt kámo se hejbe asi, ale... Myslíš? Kámo. Kámo. Ty dveře, Kámo, já kámo. pečně, vole. Kámo, to si děláš prdel pryč odsaď. Kámo. Já zkusím, vole, z toho ekvipu ještě vyndat jeden vlastně jiný přístroj. Kámo! Hej kámo, já už jdu do prdele. Takže to se vole. pohla teď, viděl jsi to? Jo, viděl jsem to, kámo. Ty p***. Hej, já už jdu do Kámo, prdele. ser na to. A ty dveře ještě, Jedu kámo. ten přístroj, Něco, vole. kámo. Hej. Kámo, jdeme do prdele, odsaď do p***, vole! Kámo, vole. Ty si děláš prdel, kámo, se nám ještě v životě nepodařilo zachytit tohle. Когда Дэнни начинает задавать вопросы, дверь одной из комнат начинает открываться. Движение продолжается какое-то время. Когда ютубер хотел открыть свой чемодан, чтобы достать оборудование, стул справа от него начинал двигаться. Они решают забрать устройство и прекратить расследование, так как предполагают, что не на шутку разозлили духов и не хотят последствий. Домашний питомец. На следующем видео собака обратила внимание на некое явление около дома. Посмотрите. Кажется, нечто резко пробегает мимо дома, но у него нет ни туловища, ни головы. Собака реагирует мгновенно, будто теряясь и не понимая, что это действительно было. Зрители разошлись во мнениях. Одни писали, что это мог быть всадник без головы, другие утверждали, что пробежал обычный человек, а камера в этот момент дала сбой. Третьи уверены, что это был призрак, поэтому и последовала такая реакция собаки. Автобусная станция. В следующем видео исследователи паранормальных явлений отправляются на заброшенную автобусную станцию в Южной Корее. Жуткий автобус, который находится здесь долгое время, стал причиной мифов и легенд об этом месте. Одна из них гласит, что пожилой мужчина, который когда-то работал здесь, все еще тут, но теперь уже как призрак. Чтобы подтвердить призрачное присутствие, ютубер размещает камеру GoPro рядом с одним из автобусов. И уже с этого момента начинается что-то странное, когда он слышит какие-то посторонние звуки. 방금 소리 뭐 들었어요? 쿵 엄청 크게 소리. Но по мере расследования не происходит ничего паранормального. Потратив несколько часов на осмотр помещения, блогер не обнаруживает ничего потустороннего. Он забирает свои камеры и решает завершить расследование. Однако, посмотрев отснятый материал, он осознает, что здесь действительно происходит что-то необычное. Нечеткая фигура проходит мимо автобуса и исчезает из поля зрения. Отсмотрев снятый материал, блогер возвращается и продолжает расследование.
Напряжение усиливается по мере того, как мы видим чьи-то движения в автобусе. Видно, что внутри что-то шевелится. Несколько мгновений спустя призрачная фигура высовывается из окна, прежде чем скрыться из виду. Поездка в Марокко. Следующее видео было записано девушкой по имени Грейс во время поездки в Марокко. Девушка решает снять на видео красивый интерьер во дворце 17 века, а то, что происходит дальше, действительно нагоняет жуть. This is the door going inside. And then this is going outside. We're now heading to the... Oh, there it is. Oh, sorry. Сначала мужчина появляется из ниоткуда, поражая Грейс настолько, что она извиняется за то, что чуть не врезалась в него. Oh, there it is. Oh, sorry. И вот тут начинаются странные вещи. При внимательном рассмотрении отснятого материала, Грейс и ее мужа отчетливо видно в отражении зеркала, висящего на стене перед ними. Но там нет человека, который через долю секунды является прямо перед ней. Затем Грейс поворачивается к выходу, и мы снова видим ее отражение в другом настенном зеркале. Но опять же стоящего человека там нет. Она оборачивается, но там уже никого не было. Одна дома. В этом ролике пользователь Reddit переехала в новый дом, и с тех пор ее жизнь кардинально изменилась. Она начала слышать странные звуки и видеть движения предметов, которые невозможно объяснить. Однажды ночью автор ролика оказывается одна в доме, и происходит следующее. Картина начала необъяснимым образом раскачиваться в разные стороны, но это еще не все. Следом рабочий стул медленно поворачивается в сторону автора ролика, будто пытается взглянуть на нее. Испуганная девушка убегает вниз на кухню и ждет своих соседей по дому. После публикации данного видео зрители Reddit начали искать рациональное объяснение этому. И многие согласились, что подобные движения могут быть вызваны сквозняком, так как вентиляционное отверстие расположено над картиной. Автор ролика писала, что ее термостат активирует систему отопления в 16:00 ежедневно, и поэтому это вполне возможно. Но вскоре она записывает еще одно видео, которое было снято до 16:00, то есть до включения термостата. He did not come on yet. Пока она снимает на камеру картину,
Внезапно раздается громкий хлопок откуда-то с другой стороны двери. После она обнаруживает, что один из ее ботинков упал вниз. Однако это еще не все. Она слышит громкий хлопок позади себя, из той самой комнаты, из которой она только что вышла. Она возвращается туда и видит, что картина таинственным образом упала со стены. Бьюти-блог. Следующее видео было снято девушкой, которая занимается макияжем и делает прически. Снимая очередной ролик, она не сразу заметила, что была в комнате не одна. Посмотрите. Темная фигура позади нее быстро исчезает из поля зрения, но она не пропадает. Когда девушка отводит камеру в сторону, то мы снова можем увидеть эту темную фигуру, которая стоит неподвижно на заднем плане и, кажется, смотрит прямо на девушку. Паранормальная активность. Серия видеороликов была выложена в TikTok. Автор считает, что снял паранормальные явления в своей квартире. Уже в течение нескольких лет его не покидает мысль о том, что в их доме присутствует нечто необъяснимое. В попытках заснять это, он берет свою камеру. В первом видео мужчина стоит в доме и стучит в попытке установить контакт с тем, кто здесь обитает, и вдруг слышит какие-то странные звуки. Кроме того, пленка, которая была наклеена в коридоре, через несколько секунд слетает, будто кто-то ее сорвал. В конце концов, он никого не находит, кто мог бы быть причиной этих явлений. Во втором видео мужчина стоит на лестнице и слышит странные шаги, больше похожие на стуки. Кто? Кто? О. Кроме того, датчики движения на лестнице постепенно загораются, будто кто-то в этот момент проходит по ней. Кто? О. В третьем видео мужчина использует два рулона туалетной бумаги, которые он закрепляет на палочке на лестнице. Очень интересный и странный эксперимент, но давайте посмотрим. Обратите внимание, рулоны туалетной бумаги разматываются, подтверждая чье-то невидимое присутствие в доме. Ладно, знаете, я хочу в туалет, поэтому я, наверное, перезвоню попозже. Спасибо. На этом серия видео еще не заканчивается. Тиктокер снимает игру Дженга, бросая вызов духам, обитающим здесь. Ему действительно удалось заснять что-то необычное. Посмотрите сами. すごっ。じゃあ俺ね。これいいや。よいしょ。次、カイ君。あ、いや、豪快すぎるって。 В финале своего расследования мужчина отправляется в ванную комнату, снимая жуткие кадры. Посмотрите сами. 汚してもいいし。これかな。うわっ。え。ちょっと待って。風呂さん、風呂終わったよ。でもありがとう。すごい素敵。すげえ。これ一生取っとこう。 Прятки. Диего уже появлялся в одной из прошлых подборок. Давайте посмотрим его новое видео. Данные ролики сбили с толку пользователей, так как кажется, что кто-то играет с Диего, автором этих кадров в прятки. По словам Диего, в своей квартире он столкнулся с призраком ребенка, который хочет с ним поиграть. Давайте посмотрим. ¿Qué quiere? В
В первом видео слышны стуки в дверь, когда Диего ее открывает. Спустя несколько секунд можно увидеть тень мальчика, который быстро убегает. В следующем видео, которое снято на кухне, маленький ребенок сидит за одним из шкафов и выглядывает. Сам автор видео утверждает, что ребенок пропадает, как только он к нему приближается. Призрак ребенка. Следующий ролик был загружен на Reddit. Первоначально автор просто собирал документальный фильм, используя также камеру видеонаблюдения. Но он нашел на кадрах нечто пугающее. Посмотрите. Как будто призрак ребенка бежит из одной комнаты в другую. Зрители этого ролика утверждают, что после просмотра этого видео они видели кошмары. Другие говорят, что это не более чем мистификация. Хозяин же дома утверждает, что живет один и детей у него нет. Невидимый друг. Следующее видео было записано девушкой по имени Эри, пока она была дома со своей маленькой дочкой Майли. Девушка говорит, что слышала, как ее дочь с кем-то говорит, поэтому она достала свой телефон и записала все, что видела. Когда дочь Эри подходит к ней, то мы видим нечто темное, что движется по коридору. Посмотрите. Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with? What are you doing? Сама девушка говорит, что тогда она не заметила эту темную фигуру, а позже она была в ужасе. Пока друг спит. Следующее странное видео было случайно записано мужчиной, пока его друг спал. Посмотрите. Yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kopo. Kami harap untuk mempersiapkan diri. Periksa dan klinik. Обратите внимание на отражение зеркала, так как оно отличается от реальности. В отражении можно увидеть, как мужчина открывает глаза, в то время как в реальности он крепко спал. Зрелище жутковатое, согласитесь? Дорога домой. Следующее видео было загружено ютуберами из Японии. Авторы ролика заявляют, что эти кадры были отправлены им и их подписчикам, который пожелал остаться анонимным. По дороге домой, с работы поздно вечером, подписчик заметил призрачную фигуру, которая стояла вдоль дороги. Давайте посмотрим. Обратите внимание, что, как кажется, тень движется и раскачивается. Подписчик в своем сообщении им написал, что в реальной жизни данная фигура была гораздо более различимой и очень похожей на человека. Многие зрители в комментариях отметили, что это похоже на духа или сгусток энергии. Однако некоторые считают, что это просто постановка и на самом деле никакого подписчика, приславшего это видео, не существует. Нереальный пациент. Следующее видео снято пациентом в больнице, когда он услышал странные звуки. Посмотрите. Когда он снимает палату, то на камеру попадает пара ног под кроватью. Однако, когда он поднимает камеру выше, то там нет ни тела, ни лица. Зрители под этим роликом рассуждали, что ноги могут принадлежать пациенту, который скончался в этой больнице. Оповещение.
Следующий ролик был найден на Reddit. Он снят на камеру видеонаблюдения в гараже. Пользователь рассказывает, что после долгой смены на работе он устроился на диване, так как просто хотел расслабиться. Однако момент спокойствия был нарушен, когда на его телефон пришло оповещение о том, что камера в гараже обнаружила движение. Вы можете увидеть едва уловимую фигуру, которая проходит справа налево. Годовщина. Следующий ролик был загружен девушкой по имени Саванна. Она сняла эти кадры для своего молодого человека, когда они праздновали годовщину. Она просто разговаривает на камеру перед зеркалом, как вдруг происходит нечто жуткое. But we've known each other forever. Слева направо движется загадочная фигура, которая проходит по коридору. Когда Саванна это замечает, то оглядывается и паникует, не понимая, что произошло. You didn't just see something come in here? В своей квартире она никого подозрительного не находит. Нечто из подвала. В следующем ролике девушка по имени Эшли делится своими переживаниями в социальных сетях. Пару раз в ее доме происходило то, что пугало ее и ее детей. Поэтому она установила камеры во всех комнатах. Одна камера засняла, как кто-то приближается к лестнице из подвала. У Эшли не было представления о том, что там происходило на самом деле. Девушка говорит, что это точно не домашнее животное, так как у нее их просто нет. Это не единственное видео из квартиры Эшли. Прямо на лестнице можно увидеть нечто с горящими глазами. Это было похоже на каких-то существ, но зачем они наблюдают за семьей Эшли и для чего беспокоит их, девушка не в силах понять. В еще одном снятом камерой наблюдения видео чья-то размытая фигура проходит мимо. Эшли утверждает, что в тот момент в доме никого не было. Заброшенная больница. Знакомый многим из вас блогер Ян отправляется в одиночку в больницу в Миннесоте, которая раньше специализировалась на лечении туберкулеза. Уже при входе Ян слышит какие-то звуки. Шум доносится со второго этажа. Holy moly, you guys. I can't believe I'm about to go in here. Whoa. I just heard something in there. Hello? I don't know what the heck that was. The noise came from the second floor. Is anyone up there? What the hell is that? Okay, I was originally creeped out to go in there, now I'm terrified. Ян решает подняться на второй этаж, чтобы раскрыть источник этих тревожных звуков. Когда блогер поднимается и осматривается, звуки не прекращаются, а духи, обитающие здесь, будто хотят ему что-то сказать. Okay, I'm hearing
noises. If that was you, could you make another sound? This is one of the rooms. One of the rooms I was hearing the noises. Are there any patients in here? Спустя некоторое время Ян слышит призрачный женский голос, который подтверждает наличие здесь чего-то паранормального. If there's any spirits in here that'd like to communicate, is there a spirit in here with me right now? Because I heard some noises coming from this room. If you are in here with me, could you touch that green light? Yes. Thank you. Are you a patient here? Yes. What were you sick with? Was it tuberculosis? Yes. I am so sorry to hear that. Are there other spirits here? How many are there? How many are there? How many are there? Ян пытается оценить паранормальную активность в этой больнице, задавая различные вопросы. Тревожный момент наступает, когда он будто чувствует и слышит чье-то дыхание поблизости. Он решает сделать фотографии внутри этой больницы, чтобы понять, откуда исходят эти пугающие голоса и звуки. В одной из комнат он замечает нечто, похожее на сгусток энергии. Посмотрите сами. Hello? Thought I may have heard somebody down here. Whoa, I got something weird on this camera. Let me try to get it again. Whoa, what the heck was that? Dude. It's like a straight up mist figure in here. Who's in this room? Hello? It was like right in this doorway, and it's gone. Hello? Whoa. Who's over here? I'm seeing stuff and hearing stuff in here. Whoa! Holy dude! A freaking mist just went right in front of me! It went right out that door! Спустя несколько мгновений Ян замечает, как нечто проходит по коридору и исчезает. Он пытается разобраться в том, что или кто это был, но чем больше он прикладывает усилий и времени, тем более странные и страшные события происходили. Посмотрим вместе. Where'd you run off to? Okay, we're back there. It must have went this way. Are you over here? Oh my god. I'm hearing weird shit at the end of this hallway. Are you down there? Whoa! Whoa! Призрачную фигуру ему удается поймать на несколько секунд, и он замирает на это мгновение, чтобы задокументировать этот факт. Несмотря на все происходящее, неустрашимый блогер поднимается на этаж выше, но это было ошибкой. Oh man, the wind has picked up along with the activity. That makes it even way scarier. Where'd you go?
I didn't scare you away, did I? Oh! Okay, I gotta get out of here. I'm done. I'm done for now. I'm done. I'm not done. I'm coming back. Дверь с силой закрылась сама по себе и заставила его покинуть этаж. Потратив немного времени на то, чтобы собраться с мыслями, он решает все же продолжить осмотр больницы. Alright. Time to make our way up to the attic. Ain't that creepy, huh? There's definitely somebody up here with me. What kind of spirit would haunt an attic in an old hospital? Something not good, right? What? Dude! Am I going crazy or did that just move? No fucking way! You see that? It was up against that wall. Those beams. Could you move it again? What? Oh my god! What the hell? Are you seeing that? Oh, hell no. Hell no. Screw that. I am not going over there. What the fuck is going on up here? That was whistling. Уже через мгновение в другом помещении он видит коробку, которая движется сама по себе, и это сбивает его с толку. Паранормальные силы, которые обитали здесь, кажется, давали ему некие знаки. Он слышал звуки, а также своими глазами видел, как предметы двигались. Спускаясь на нижние этажи, Ян обратил внимание на мяч, который лежал в дверном проеме. Он решает узнать у духа, кто и зачем оставил здесь этот мяч. They say that a child has been heard running down this hallway. Is that you that they're hearing? If you're in here, could you move this ball? Holy! That was loud. Okay. Thank you for making that noise. Когда автор понимает, что призрак ребенка может обитать прямо здесь, он просит его издать звук и слышит это. Is it even a kid at all? I don't know. What? No way! Oh my god! What? Look at that! That ball just moved! Oh my god. Oh my god. Got a weird feeling in this room. Oh shit! Holy shit! That was a shadow! That was a shadow! This just passed right by my camera. Holy.
Спустя время мяч перемещается из дверного проема в комнату, что придает Яну еще больше убедительности в том, что здесь обитают духи. Кроме того, он испытывает странное ощущение, находясь в этой комнате. Но это было еще не все. Маленькая темная фигура быстро проходит в одну из комнат, прямо мимо камеры Яна. Свой из тебя и ужасы, и немного юмора. То, что варим мы в том месте, лучше любого повара. Забудьте, выкинем то, что было у тебя вчера, подумай о том, что у мира есть другая сторона. Когда плохое настроение рад, если ты еще не знал, как у нас есть телеграм-канал. Брат не подписался, поиграл. Фах, темно ночь, другие новости, легенды и мифы, части истории. Ты в одном шаге, не делай уворот, будь как дома и стой у ворот. Подпишись на телеграм. 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 Ну и про YouTube тоже не забудьте. Заброшенная фабрика. Популярный ютубер Крис посещает старую заброшенную фабрику, расположенную в Кливленде, штат Огайо. Он описывает посещение данной фабрики как одно из самых пугающих событий в его жизни. Давайте посмотрим, что с ним произошло. That was loud. What the hell? What the fuck? What the fuck was that? Fuck. Спустя время Крис был в недоумении насчет того, что произошло в ту ночь. Однако любопытство сыграло свою роль, и он решил вернуться туда еще раз спустя время. Мы видим Криса, который снова спускается в тот самый подвал, где произошли предыдущие события. Однако, возможно, ему не стоило туда возвращаться. Итак, Крис исследует старую комнату, где, по его мнению, он услышал странный звук. Слушайте внимательно. Weird noise in this room. That's creepy. Вы это слышали? Можно услышать мужской голос, который что-то шепчет, но слова сложно разобрать. Вскоре ситуация обостряется, и Криса ждут более ужасающие события. Bones are still there. It's nasty. What the hell is that? Something's up there.
Внезапно какой-то объект либо падает, либо был намеренно брошен на крышку люка. Криса охватила паника, он быстро поднимается по лестнице, отчаянно пытаясь определить источник этого падения. Но достигнув места, он никого не находит. Однако в этот момент камера, которую Крис разместил в подвале, снимает нечто жуткое, что напугало зрителей данного ролика. That scared the shit out of me. На камере видна белая полупрозрачная фигура, которая пересекает пространство подвала. Крис, озадаченный тем, что произошло ранее, решил сесть и успокоиться. И вот он сидит и листает ленту своего телефона, еще не зная, что последующие события будут для него абсолютно ужасающими. Внезапно Криса силой отталкивают назад, он падает на пол и теряет сознание. Так он пролежал около 10 минут, и после он незамедлительно покидает данную фабрику. Позже Крис рассказал о серьезности произошедшего. В момент, когда он упал, объектив его камеры и экран телефона были повреждены. На этот раз он заявил, что больше никогда не вернется в это место снова. Страхи Мэтта. Еще один случай в ТикТоке заснял парень по имени Мэтт. Он уже несколько лет подозревал, что в его доме могут быть привидения, так как слышал жуткий шепот и наблюдал движение предметов. События, когда свет включался и выключался сам по себе, происходили все чаще. Со временем Мэтт стал снимать эти инциденты и публиковать их в ТикТок. В первом видео он рассказывает о случае, когда он играл в приставку, а нечто начало трогать его ногу и что-то шептать. Bro, so I'm playing COD. I got my headset on. I got one ear on, one ear off. And I hear somebody whisper in my ear, bro. This is insane. So I go back to playing COD, and then somebody touches my foot, bro. So that's how I know. There's something in this room. There's something in this house. There's a ghost, and I've been saying it for years. And look at the drawing, you know. Парень явно находится не в себе и пугается в этот момент. Во втором видео Мэтт, когда никого нет дома, фиксирует странные события. Look at this. Bro, nobody is home. My family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Дверь просто закрывается сама по себе. You gotta be kidding me. Bro. What the А когда он выходит, то свет начинает мерцать. Are you kidding me right now? Are you kidding me right now? What the Автор явно перестает себя контролировать, судя по его речи. Когда он заходит в ванную, то обнаруживает, что бежит вода, которую кто-то или что-то включило. Его беспокойство усиливается, когда он замечает открытую входную дверь. Why is this door open? What the is going on? В третьем видео он снова фиксирует активность у себя в квартире. I'm playing COD. My whole PlayStation turns off. And this door opens up by itself. And it was closed because Когда он играет, его PlayStation выключается сам по себе, а свет снова начинает мерцать. And the light's going again. And the light's going again. And right there is the light switches to that light. Автор специально приближает видео, показывая, что у выключателя нет никого в этот момент, но свет не перестает включаться и выключаться. Nobody's home. Oh my God. Когда он покидает квартиру со своими собаками, то свет еще какое-то время мерцает, а затем все прекращается. Oh my God. Did you guys just see that? Bro! Так как идти ему некуда, Мэтт снова возвращается домой, а уже в следующий вечер снимает нечто странное. I'm sitting here watching the games, and I heard what sounded like this stove open and close.
I'm not even around, bro. That shit 1000. I know what it sounds like when the stove opens and closes. Когда он смотрел телевизор, на его кухне явно присутствовал полтергейст, так как предметы падали и перемещались. В следующем видео Мэтт рассказывает, что профессионал в области паранормальных явлений посоветовал ему прекратить снимать эти инциденты, поскольку это может разозлить духов, и они всегда будут преследовать его. Мэтт временно переезжает в дом своей подруги, не желая больше противостоять этим силам. Трансляция. Следующее видео снято девушкой Милли Джордж, которая обучает макияжу, а также проводит прямые эфиры. Во время одного из прямых эфиров ей удалось заметить то, от чего зрители реально испугались. Милли в прямом эфире общается со своим другом Томми и рассказывает, что она стала свидетелем того, как кто-то или что-то вошло в ее дом. Она показывает, что в ее квартире сейчас никого нет, и подходит к задней двери для убедительности. Девушка показывает, что дверь отражается в зеркале, когда она снимает видео. Затем в прямом эфире она показывает жуткие кадры, которые вызвали у нее и у зрителей страх. Они были сняты за 5 дней до этого. Посмотрите. Look, look. Okay, so, alright. Yeah, I'm watching. Right, the door opens. Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no way. How did your door open? It's glass. You can see through the door. Look. There's no one there. You're joking. Bro, this is like The Ring. And then, No. look, it gets worse. It gets worse. It gets worse, mate. I don't know what to do. I'm actually shitting myself. Look. Oh my god, you're joking. You're lying. No way. Look, there's a f***ing head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? It's come up There's a online. little Chinese kid in there. And then I then walk over. At this point, I then walk in. I walk over to the door because everyone was saying there's someone behind me. And this doesn't show on the live. It's been cut. And I'm straight outside again. So it's like the camera stopped working. Bro, why is there a Chinese ghost in your yard, bro? Дверь, которая отражается в зеркале, просто открывается сама по себе. Но это не то, что их испугало. Спустя секунду в кадре появляется девочка, которая смотрит, кажется, прямо на нее. Ее было видно лишь долю секунды, а затем она исчезает. Первые шаги. Следующее видео сначала кажется милым. Маленький ребенок, который только научился ходить, идет к двери и смотрит на свою тень. А затем движется в другую часть комнаты. Вы увидели то, что встревожило автора этого видео? Я решил остаться. На двери материализуется жуткая тень, хотя ребенка уже несколько секунд нет в этом месте. Многие зрители предположили, что дети обладают врожденной чувствительностью, которая им позволяет видеть то, что не видим мы, взрослые. Прежний хозяин. Следующее видео выложил пользователь на Reddit. Он въехал в новый дом и установил камеры наблюдения во дворе с обнаружением движения. Однажды, поздно вечером, он получил уведомление о том, что камера зафиксировала движение. Он открыл приложение и удивился тому, что ему пришлось увидеть. Призрачная фигура проходит по двору, прежде чем исчезнуть. Родственники автора считают, что это пойманное привидение. Возможно, камера зафиксировала дух человека, прежнего хозяина, который скончался здесь. Таксист.
Следующее жуткое видео было найдено на YouTube. Дерек, таксист из Филиппин, ехал по печально известной дороге с привидениями. Он остановился, когда увидел женщину на обочине дороги, которая махала ему рукой, чтобы он остановился. Wala. Multa ata yung nasakay ko ah. Ay, wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina pero bakit nawala? Scout Barrio sabi. May sumakay kanina, wala. Пассажирская дверь открывается и закрывается. В этот момент в такси садится женщина, как думал Дерек. Она сообщает ему, куда едет. Через некоторое время таксист смотрит в зеркало заднего вида и никого не видит. Дерек говорит, что она должно быть просто исчезла. Он проверяет заднее сиденье и никого там не находит. Видеорегистратор записал то, что было на самом деле на дороге. И это не было похоже на реального человека. Взгляните сами. Угольная шахта. Данное видео опубликовал пользователь Reddit. Он утверждает, что его камера наблюдения за животными зафиксировала некую фигуру, которая двигалась слева направо. Давайте посмотрим. Мы видим, как прямо перед камерой медленно движется нечто похожее на фигуру человека. Если присмотреться, то у нее даже можно различить движение ног. Вы это видите? В комментариях под видео ведется активное обсуждение. Один из комментаторов спросил у автора, где находится это место. И после того, как получил ответ, то навел справки и выяснил, что рядом с этим местом находится старая заброшенная угольная шахта, которая работала здесь с 1890 по 1940 год. История этой шахты, как и у многих других, наполнена несчастными случаями, которые приводили к гибели десятков мужчин. При этом некоторых из них до сих пор не нашли под завалами, так как места признаны опасными и туда не пускают даже спасателей. Самым верным шагом было все изолировать от посторонних лиц. Старое зеркало. В следующем видео девушка показывает старинное винтажное зеркало, которое она недавно купила. Девушка говорит о том, что зеркало древнее, и некоторым людям удается увидеть в нем нечто жуткое из прошлого. Когда она поворачивается, чтобы показать, как выглядит ее комната, то уже через мгновение самые зоркие могут увидеть нечто жуткое. So this is an old mirror that I upcycled, and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life. So I'm just gonna do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch. So here we go. Here's the mirror. Okay, so that's the background.
And once again, my apartment. Alright, comment if you see anything that's out of place. Обратите внимание на диван. В зеркале кажется, что там кто-то сидит, но когда девушка поворачивается, на нем никого нет. Чья-то тень. В следующем видео Саванна говорит, что у нее был странный опыт, когда она взяла свою маленькую дочь на кладбище, чтобы вместе навестить могилу брата. What is it? Come here. Why don't you want to go sit down over there? I'm scared. You're scared of what? What this girl shadow? What girl shadow? What's that? Behind the tree. Behind the tree? Yeah. Спустя несколько секунд маленькая девочка по имени Изабелла говорит о том, что видит тень девушки, поэтому не хочет сидеть в этом месте. Обратите внимание, когда Саванна поворачивает камеру к дереву, то ей удается уловить фигуру, похожую на чье-то лицо. Теннисный матч. Следующий клип был выложен Кристианом Геррера, и он утверждает, что прямо в прямом эфире пользователи могли наблюдать призрака на теннисном матче. Полупрозрачная небольшая фигура быстро появляется в левой части экрана и движется. Она исчезает, как только мяч попадает в сетку. Внутри дома. Следующее жуткое видео было найдено на YouTube. Его загрузил автор по имени Джей Биш. Пока он был в отпуске, камера видеонаблюдения запечатлела что-то похожее на призрака. По словам автора, он получил уведомление о движении внутри дома. Когда он посмотрел данное видео, то не мог поверить в то, что увидел. Посмотрите, загадочная фигура медленно высовывается из дверного проема, прежде чем пропасть. Автор видео был непреклонен в том, что это был реальный призрак. Кукла незнакомца. Следующее видео не на шутку испугало зрителей TikTok. Парень снимает на видео, что он нашел куклу и оставил ее у себя дома. Но как только она появилась у него, начали происходить странные события. Stop! Remy. Remy. Stop! Stop messing with the lights. Elijah. Сначала во всей квартире начал мерцать свет, но он подумал, что это простой сбой. Дальше обстановка начинает накаляться. This is what I come home to. Which would be cool. But I'm alone and there's nobody here. Except maybe Digi, did you run the bath? Or are you gonna take it? What the fuck? По словам автора, кто-то просто набрал ванную и зажег свечи. Когда он их потушил и ушел, на этом видео не закончилось. Свечи вновь загорелись, а когда парень зашел в ванную комнату, то дверь силой за ним захлопнулась. Мерцание света не прекращалось, и он начал подозревать, что все эти события связаны с куклой. В своем следующем видео он решил поразмышлять с бокалом вина о том, как кукла может быть причиной этих явлений. Sounds crazy. It sounds crazy, but like the weird stuff started when I got her out, right? So like
think I just need to, put her back? Do I just get rid of her? Когда его размышления подходят к тому, что от куклы стоит избавиться, то вода сама по себе включается прямо за его спиной. В момент, когда он идет, чтобы выключить ее, бокал с вином разбивается. Призраки, кладбища. Известный многим ютубер Ян отправляется на кладбище в Окленд. Сообщается, что здесь упоминали о случаях появления призраков, и есть могила, излучающая свечение. Судя по городским легендам, по кладбищу бродят дети-призраки в поисках своей цели. Ян отправляется на расследование. Он начинает фотографировать могилы, чтобы понять, есть ли что-то паранормальное в этом месте. It was weird while I was taking photos. I think I might have caught something over here. I'm not too sure. I gotta look at it closer. It was in between those two trees. It looked like a mist or something. I know they see children here, so maybe that was a ghostly child. Let's go find out. На одном из фото вы можете заметить нечто странное. Посмотрите, между деревьями он что-то заснял. Сам блогер говорит, что это похоже на туман, но он не уверен в этом, поэтому продолжает расследование, предполагая, что это мог быть и призрак ребенка. Ян идет по кладбищу и находит место, где проводит сеанс общения с духами, используя Spirit Box. Alright, so I've got a spirit box right here. I'm going to do a session and see if I can get any responses from any of the spirits that may be buried here or just anywhere in the cemetery. Is there anyone here that haunts this grave? I heard that this tombstone just behind me here has some strange activity that occurs. What does this tombstone do? Whoa. I heard that. Could you repeat that? I didn't quite get that. What is the name on the tombstone? What does the name say? Boss. I heard that. You got it. So I definitely know you are a spirit and you are talking to me because that was intelligent. Он задает вопросы, но сначала ничего не происходит. Но затем мы слышим, что Spirit Box дает ему ответы. Спустя несколько мгновений дух называет свое имя как босс. Если вы обратите внимание, то надгробие, на котором сидит Ян, подписано именно так. Неужели ему удалось вызвать духа, который захоронен здесь? Отважный блогер не бросает свое расследование, продолжая идти по кладбищу в поисках паранормального. I'm definitely noticing the temperature dropping. It is very cold out here now. Are the spirits here as cold as I am right now? Can you feel the cold air like I do? Pretty sure I heard something over there. Hello? Someone over there?
Just imagine how creepy it would be if someone peeked out from one of those trees. Alright, let's go up to it. Is anyone over here? Holy shit! I just heard footsteps! It just sounded like something ran by me. Hello? They went this way. It sounded like it could have been like a kid running. But there's nobody here. Whoa! What was that? It literally sounds like kids playing. They came from over here. They came from over here. Он слышит странные звуки и отмечает, что на кладбище стало очень холодно. Спустя несколько минут Ян увидел, как что-то или кто-то прошло среди деревьев. Он слышит шаги и подходит поближе. Дальше звуки не прекращаются, а исследователь говорит, что это было похоже на то, что ребенок буквально бегал по кладбищу и играл. После пугающих событий Ян убегает из этого места, но отважно решает продолжить свое расследование. Он возвращается к могиле, где начинал свое расследование, но паранормальная активность не прекращается. It's actually been pretty quiet over at this gravesite. Most of the activity seems to be outward. But I thought I heard more children. What the? They came from back here. Hello? Those are the same high-pitched voices from before. Is anyone back here? Are you guys playing back here? You're not in trouble. I'm just curious. I'm just curious as to what's going on. Whoa! 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 Something just went behind that tree! Oh my god, I saw that with my own eyes! We're right back here. But look! There's nothing there! Oh my god, that was nuts. Look, I'm gonna search around this whole tree. There's literally nobody. I am the only one in this cemetery. Ян снова слышит детские голоса и осматривается, чтобы понять, откуда они могут доноситься. Затем блогер понял, что он точно не единственный на этом кладбище. Призрачная белая фигура проходит через кладбище прямо перед Яном. Он, в свою очередь, снимает этот инцидент на камеру. Ян продолжал свое расследование на кладбище до 4 утра и больше ничего подозрительного не заметил. Поместье Малверн. В следующем видео Фрэнк отправляется в одно из самых посещаемых мест с привидениями – поместье Малверн. Первоначально этот дом был построен как отель, но претерпел различные трансформации, служа как дом престарелых и как учреждение для лиц с психическими расстройствами. Поместье Малверн приобрело известность благодаря его истории, касающейся паранормальных явлений. Многие люди подтвердили, что встречались здесь с паранормальными явлениями. Это были бестелесные голоса, шаги, стуки. Фрэнк начинает исследование в поместье Малверн в одиночку. Use the K2 because this thing goes off like crazy here. And I want to see if it will do the same thing. Now, is that a creeper? That's a creeper.
think I remember in this room there was a doll that used to be laying on the bed. Maybe a patient was here and... Listen. That f***ing toy. There's nothing in this room either. Look at this. And that toy keeps going off. So I'm gonna take the toy with me, and I want to see if this thing goes off. Can you move the ball or pick it up? All I want to do... Holy shit. Are you messing with me? Is that you? No thanks. No thanks. You don't want to play with me. That's fine. Dead. You're dead? It sounded like it said, no thanks, I'm dead. В поисках паранормального он идет по комнатам с устройством для отслеживания и замечает в одной из них включенную детскую игрушку. Дальше он старается связаться с духом, который может здесь обитать, бросая мяч. Однако, когда он пытается вернуть мяч, звук сзади пугает его. Повернувшись, он никого не находит. Фрэнк говорит, что эхо разносилось из темного коридора впереди, но испугавшись, Фрэнк спрашивает, здесь ли призрак и хочет ли он играть в игры. I'm gonna make my way to the second floor. I've been down here for a couple of hours now, and I want to see what's gonna happen on the second floor, so I brought some toys with me. This is the creepy floor. I hate this floor. This is where you pretty much hear a lot of the footsteps walking down as you're just kind of like in a room or something. This is where a lot of that tends to happen. I just now put the toy there. That has went on a couple of times, and I think it went on in one of my last videos as well. I want to see if it does the same thing this one. I'm gonna close the door, and I do have this ball here that I'm gonna use for instigating. Hello? Could you tell me your name? Who am I speaking with? I know you're here with me in the room. Just talk to me and tell me your name. Anna. Who's Anna? The door just opened. Hello? The door opened and it looked like it just closed. Потратив несколько часов на изучение поместья, Фрэнк поднимается на второй этаж, где происходит паранормальная активность. Фрэнк отмечает, что, судя по легендам, женщина трагически скончалась в одной из комнат наверху, поэтому это помещение станет идеальным местом для расследования. Фрэнк помещает игрушку на шкафу и закрывает дверь, пробуя поговорить с духами. Женским голосом нечто отвечает через его устройство, говоря свое имя – Анна. Дальше дверь таинственно открывается сама по себе. Фрэнк идет проверить, с чем или кем это связано, но никого там не находит. Do you want me to leave?
Josh? 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 What is that? Во время расследования можно услышать отчетливые звуки шагов, источник которых Фрэнк искал все это время. События приобретают неожиданный поворот, когда игрушка, которая лежит на комоде, включается сама по себе. Она скатывается, ударяясь о пол, прямо на этаж выше, над Фрэнком. Сам Фрэнк приписывает все произошедшее к деятельности полтергейста. Бар. Следующее видео было снято на камеру видеонаблюдения в баре в Англии. Нечто довольно жуткое напугало владельца бара. Давайте посмотрим. Сначала можно увидеть небольшой шар, который двигается по коридору. Затем из ниоткуда появляется таинственная прозрачная фигура и медленно движется. Автор этого видео говорит, что эта прозрачная фигура выглядит одетой в одежду средних веков. После просмотра этого видео мнения зрителей разделились. Защелка. Следующий загадочный ролик заставляет задуматься о существовании паранормальных сил. Мужчина по имени Тодд запирает дверь с помощью металлической защелки, а затем документирует действительно странное и одновременно пугающее явление. What the f***? Защелка внезапно открывается сама по себе, будто находится под воздействием иных сил или духов. В это время мужчина удивляется, не понимая, как это могло произойти. Доподлинно неизвестно, что случилось дальше, и действительно ли дома у Тодда обитает нечто паранормальное. Тень. Следующий жуткий ролик выложил пользователь на Reddit, и ему немного страшно после этого жить в своем доме. Он уже слышал странные и необъяснимые звуки, а теперь еще и камера наблюдения засняла нечто пугающее. Посмотрите. Тень движется по комнате довольно быстро, прежде чем покинуть ее. В момент просмотра видео человек явно был напуган и не знал, что делать дальше. Дом напротив. Действительно жуткое видео найдено на просторах TikTok. Автор утверждает, что дом напротив был пустым, но глядя в окно, он что-то заметил. То, что он увидел, заставило его поверить в существование привидений. Посмотрите в окно дома напротив. Видно, что там фигура с длинными черными волосами, которая напоминает девушку-призрака. Многие пользователи отмечают сходство девушки-призрака с Садако Ямамура,
которая появляется на проклятой видеокассете в японском хорроре «Звонок». Однако далеко не все знают, что ее история основана на реальных событиях. Она жила в Японии в начале 20 века и обладала настолько сильными экстрасенсорными способностями, что могла проецировать изображения и слова на фото и видеопленку. Улица. Следующий ролик был загружен в TikTok и вызвал множество споров. Сначала видно, как человек идет вниз по улице, но затем слева появляется полупрозрачный силуэт, который начинает двигаться слева направо. Плюшевый мишка. Следующее видео снято в Перу. Жители этой квартиры говорят, что встречаются с паранормальной активностью на протяжении всей жизни здесь. Посмотрите. Usted sabe que a mí me gusta ese tipo de películas. A mí también me encanta eso, Pero de verdad que... Mira, eso yo no me percaté. Eso yo no me percaté. Con buen miedo. De verdad. Si hasta ahora tengo frío. Porque yo no iba a entrar ya. Yo tampoco, pero ¿qué más nos quedaba? A esa hora, ¿dónde nos íbamos a ver? Mira, o sea, no. Y seguía menos. Yo ya viendo eso y yo me No, voy. es que ahí no. Yo pensaba que Nene estaba jugando una broma. Porque el nene siempre sale con Sí. sus bromas así, por eso Juanca no le quería hacer caso. Yo no le quería hacer caso. Mira, ahí se movió la maleta, Y ahí tú te das cuenta, mi amor, ahí tú te das cuenta. Es como que la levantan, güey. Yo dije, ya no quieren seguir viendo la película, por eso están actuando así. Ahí fue donde más frío me dio. ¿Más frío? Sí, cuando se... O sea, ya sentían un frío ahí. Sí, ya estaba frío. Ahí el ambiente ya estaba tenso, frío. Sí, estaba raro. Ahí estaba frío el ambiente. ¿Tú crees que va a ser una película, bro? Créeme que yo no hasta creía donde en mi esas mamá cosas. me ha dicho, cuando uno ve esas cosas así de miedo, o sea... Mira, otra vez. Uy, no, Dios mío santo. Pero ahí nadie se percató. Solo el nene. No, ahí medio lo vi, pero estaba como esperando que pase algo más, porque mira que... Yo pensaba que tú estabas bromeando, te lo juro. Pero sí se percatan de algo, que hay como una sombra Sí, así como que va y viene. viene. Uno como circulitos. Mira. Ahí pasó por acá. Es como una sombra No sé, fuerte, blanca. ¿Será que es algo que anda rondando porque pasa? Es como que entra y sale, ¿Será entra que y yo? sale. Mira, Uy, no. mira, ahí sí me está di la cuenta. sombra, ahí está la sombra. Ahí Ahí yo está me la di sombra. cuenta. Ahí yo me di cuenta. No, ya no veamos esto, bro, te lo juro. Me está dando miedo de nuevo. No, mijo, esto tenemos que subirlo, Esto, mijo, uy, si es que hay alguien que sabe de estas cosas, claro, que nos ayude. Yo me quiero ir. No. Mira la sombra blanca, ¿sí la viste? Sí. pero... Ahí sí. Ahí yo fue que ya comencé a sentirme mal. ¿Por qué? Porque mira, a ver, eso yo sí lo vi claramente, así, de reojo. Oye, ¿por qué se ve mi Mira, mamá? sí viste, eso sí. Eso sí. Yo no sabía para dónde ir, te lo juro. Yo no sabía qué era, yo pensaba que era de pronto algún gato. No, o sea, yo sí lo vi de reojo. ¿Por qué mis ojos se Sin ven así? palabras, güey. ¿Por qué mis ojos se ven así? Porque ese es reflejo. Eso ya es de la cámara, mijo. Como la cámara es blanca y negra cuando está todas las luces apagadas. ¿Por qué no prendieron las luces? Es que estábamos con la luz del televisor, Claro. como que estuviéramos en el cine. Yo digo, Dios mío, porque se me... Mira, ahí me tiraron la botella. Sí, la botella. Ahí me tiraron la botella y yo de una salí corriendo. No, yo te lo juro que yo no aguanto un día. Mira, se cayó Uy, el no. Yo no aguanto un día Pero, más. uy, mira, ¿sí ves la luz que pasa Mira, por ahí? ahí, en la puerta de alguien como la tenía trancada. No podía Mira, salir. sí, pero, uy, Mira. ¿sí ves? Sí. Ahí pasa. Mira, del susto, ¿sí ves lo que me pasó del susto? Mira, mira. Uy, está el cuadro, Dios mío santo. Oye, pero ¿por qué se cayó todo? No sé, ahí nosotros nos fuimos, nosotros no nos íbamos a quedar ahí. Mira lo que pasó ahí, mira lo que pasó ahí. Mira eso, mira eso. Cerraron la puerta. No sé si hay algo o alguien que nos está haciendo asustar. Pero te lo juro que yo ya no aguanto. Estábamos solos en la casa, pero yo... Mira, ahí están las luces esas. Precátate de las lucecitas que pasan, o sea, eso... No, yo no quiero ver. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. La sangre de Cristo tiene poder.
Mira la maleta, mira. Mira cómo la van arrastrando. Mira ¿Por qué cómo no se la van arrastrando. oraron? ¿Por qué no se pusieron a orar? Cambiémonos de casa. Tienen que orar. No, que eso ya- No, eso de ley, eso de ley. Vamos, Uy, pero ese peluche, Dios mío. Mira, como que lo están jalando, ¿sí ves? Es como que se para de cabeza, Ese es el ¿qué? peluche que te regaló Juanca. El que tú dañaste, ¿verdad? Mira, ¿sí viste lo que pasó aquí? Mira, aquí ya. ¿Sí viste? Ahí pasa, Mira, ahí mira. pasa. Sí. Mira. Mira esa lucecita. Mira, es Yo como, no sé es qué como, quiero como ver. que fuera que algo Yo, pasa. eso nosotros no lo vimos porque estábamos afuera. Estábamos afuera. Pero es como que algo pasa. Date cuenta que es como que. Mira, ¿ves? Mira, ahí va. Es como que algo pasa. Mira. Son varios, no es uno, eso son nosotros no varios. vimos porque estábamos afuera. Juanca, son varios. Pero Míralo, ahí va. Ajá. Ahí va. Son varios, Juanca, son varios. ¿Qué Son será? varios. ¿Qué no será? uno. Mira, Mira, son espíritus. Esos como son que algo espíritus. Mira el pasando. televisor. Y mira, como que, date cuenta Y que mira como esa que alguien cara. está sentado aquí. Mira. No, Juanca, no. Tenemos que irnos. Uy, Yo le dije que cojan no, sus maletas. Apagaron el Apagaron el televisor. televisor. No tenemos. Mira, se está moviendo. Mira. Y es como que estuviera aquí, ¿ves? Claro. Pero desde allá se vinieron Pero es el arrastrándose. peluche, mira, se lo llevaron. Y la coincidencia que de ahí mismo salió. Друзья собрались вместе и просто сидят на диване, а слева от них еще один диван, на котором расположился большой игрушечный медведь. И он почему-то начинает шевелиться. Через несколько секунд вещи на столе под телевизором тоже шевелятся, что уже замечают присутствующие в комнате. Также они замечают еще несколько паранормальных инцидентов, которые происходят перед их глазами. Самое жуткое в этом видео, как они замечают присутствие посторонних, будто кто-то шагает по комнате. Тогда они начинают обыскивать ее в поиске того, кто это мог быть. Однако полтергейст не успокаивается. Вещи начинают активно двигаться, летать и перемещаться. Когда медведь вовсе падает на диван, друзья покидают квартиру в страхе. Однако на этом паранормальная активность все равно не заканчивается. Когда они просматривают это видео, уже находясь не в комнате, то отмечают шевеление предметов и орбы, которые летают по квартире. Они активно дискутируют до того момента, пока телевизор не выключается, хотя движение предметов в комнате, кажется, не прекращается. Задний двор. Следующее видео было не так давно загружено в ТикТок. На первый взгляд, видео кажется обычной записью с камеры наблюдения, однако уже через несколько секунд начинает что-то происходить. Странная тень появляется из ниоткуда и движется по заднему двору. Мнения зрителей по этому поводу разделились. Некоторые говорят, что это не более чем глюк камеры. Другие убеждены в том, что это мог быть человек-тень. Ресторан. Следующее видео было снято камерой наблюдения на лестничном пролете при входе в один из ресторанов. Посмотрите. Прозрачную фигуру можно увидеть спускающуюся вниз по лестнице. По мнению некоторых пользователей, это похоже на привидение, одетое в старую одежду, которая похожа на полицейскую форму. Возможно, когда-то здесь умер офицер, и теперь он бродит по этим местам. Это не единственное видео, которое было снято в этом месте. Вы можете увидеть, как один из стульев двигается раньше, чем фигура садится на него. Спустя несколько мгновений таинственная фигура исчезает.